Всем доброго утра, друзья мои, потому что утро уже. Перед вами этот симпатичный шаман, потому как я хочу вам подарить заговоры на монгольском для детей. И как никто другой, этот шаман подходит для фона этих ритуалов на монгольском языке. Ритуалы, маленькие ритуалы, заговоры, я бы сказала. Вы знаете, что я владею несколькими языками, но, кроме всего прочего, я еще владею магической частью еще больших языков. То есть я могу составить, зная основные слова, которые используются в магии, я могу составить на разных языках заговоры. И эти заговоры замечательно работают, и впредь будут работать, и впредь будут составлены. Эти заговоры на монгольском языке в помощь вашим детям. Для того, чтобы вы нашептали им вслед или над спящим ребенком и прочее, прочее. И это вам поможет в разных ситуациях с вашими детьми. Если вы переживаете за ребенка, он идет в поход или идет в школу. Одним словом, если у вас есть переживание тревоги за детей, то можете читать в открытое окно, когда ребенок не дома, вот вы за него волнуетесь, или он далеко находится, у вас учится где-либо, или просто провожая в школу. В общем, когда у вас тревога за ребенка, открывайте окно и читайте столько раз, сколько лет вашему ребенку. Амыт, Явах, Эргеш, Ирейрай, Бурхан Тенгри, Чамд, Гуслаач, Тиим, Байгарай. Читаю по слогам, чтобы вы могли записать до того момента, как Яна выставит. В принципе, она выставляет всегда. Амет, Явах, Эргеш, Ирейрай, Бурхан Тенгри. Гамт, Гуслаач, Тиим, Байгаралай. Байгарай, извиняюсь. Здесь одной буквой неправильно произнесла. Еще раз читаю. Амет, Явах, Эргеш, Ирейрей, Бурхан Тенгри. Камут, Гуслаач, Тиим, Байгарай. Неважно, в какое время суток вы это прочитаете, из своего дома или из рабочего кабинета. Главное, чтобы было открыто окно, и читать столько раз, сколько лет вашему ребенку. На спокойный сон. Если ребенок капризничает или боится по ночам спать, или не хочет спать, читайте 6 раз над ребенком или лежа возле ребенка, или просто качая ребенка. Опять же, неважно, сколько лет вашему ребенку. На спокойный сон, чтобы ребенок проснулся бодрым и в хорошем настроении. Чини Мирудьол, Бурхат Хамгала Рай, Амет Унд, Эрул Серерей. Чини Мирудьол, Бурхат Хамгала Рай, Амет Унд, Эрул Серерей. Ну, язык такой, монгольский, своеобразный. Чини Мюрюльдёль, Бурхат Хамгаала Рай,
Amt und Erul Серерей. И прочитав 6 раз, через некоторое время, может через 5-6 минут, ваш ребенок начнет спокойно засыпать, без капризов, без страшных снов, и у вас тоже будет время отдохнуть. Если у ребенка энурез 3 раза в день, утром, в обед и вечером. Ну вот, например, утром проснулся он, прочитали, в обед, ну, можно после обеда где-то так разделить сутки, в 3 часа дня, и вечером перед сном. Читайте 3 раза. 3 раза по 3 раза. То есть 9 раз получается. Над простыню, где спит ваш ребенок. Смотрите, на простыни читайте. Энурез прекратится за короткое время. Гурван экч холбоктох шеес базоксон. Еще раз. Гурван экч холбоктох шеес базоксон. Гурван экч холбоктох шеес базоксон. От страха, если ребенок боится или чего-то испугался, читайте на воду и умывайте лицо ребенку. Читайте 13 раз на воду и мойте ему лицо. Просто этой водой промывайте лицо. Через короткое время этот страх исчезнет. Страх может быть от чего угодно. Может, ночью кричит, может, закатывается, может быть, боится собак, может, боится ночи, там, вечера, может бояться подойти к окну. Ребенок может бояться чего угодно. И этот страх будет его сковывать, этот страх будет мешать ему, и все больше будет усугубляться. Значит, читайте несколько вечеров кряду, когда солнце садится. Читайте 13 раз на воду и мойте ему лицо столько, пока страх не пройдет. Может, 2 раза надо будет читать, может, 5 раз, неважно. Но тогда, когда сумерки. Спускаются сумерки, потому что в сумерки лучше действует, в сумерки силы намного активнее. Итак, на воду 13 раз и моем лицо. Битги ай, айлгах хун, явах тенгрик, зоксох болно. Битги ай, яйлах, айлак, извиняюсь, айлгак хун, все правильно. Явах тенгрик, зоксох болно. Битги ай, айлгах хун, явах тенгрик, зоксох болно. Почитали 13 раз, помыли ему лицо. И вот так вот несколько ночей кряду. Все меньше, меньше и меньше. Иногда с первого раза может помочь. Неважно, сколько лет ребенку. Он младенец или уже взрослый. Ну, ребенку я имею в виду, что ну уж если вашему ребенку 20 лет, можете такое прочитать и помыть ему лицо. Ну, я думаю, что этого достаточно. То есть это тот возраст, когда человек уже сам может это начитать. Я говорю детям, но если вы для себя хотите применить, вы можете это для себя делать. Но в принципе это дано для защиты ребенка, родителям. Если переживаете за травмы, за падение ребенка, если у вас ребенок постоянно падает, травмирует себя, да и вообще, если вы не хотите, чтобы он вообще травмировал когда-либо себя, гуляя или играя на улице, читайте над ребенком 10 раз и отпускайте ребенка спокойно гулять. Но нужно читать над ребенком. Можете нашептать, может попросить его встать и подождать пару минут. И потом отпускать. И у ребенка не будет ни падений, ни травм, ни каких-либо там происшествий. Бурхат, гард, ню, авч, явах.
мини хухет. Тим баргарай. Бурхат гард не авч явах. Мини хухет. Тим баргарай. Бурхат гард не авк явах. Мини хухет. Тим бургарай. Итак, я потом продолжу серию этих полезных заговоров. А пока что я вам дарю, и как все остальные заговоры, эти заговоры точно так же будут помогать вашим детям для того, чтобы они не боялись, чтобы были спокойны, чтобы спокойно спали, чтобы уходил страх, чтобы не было травм и так далее, и так далее. Всем удачи!